Буквально несколько минут назад стали известны трагические новости из мира российского шоу-бизнеса. Пресс-служба комитета сообщает печальные новости о известных артистах Леониде Агутине и Анжелике Варум. В последнее время семья известных музыкантов часто участвует в крупных криминальных и общественных скандалах. Леонид Агутин и Анжелика Варум уже давно не живут на территории Российской Федерации и обитают то в Израиле, то в Соединенных Штатах Америки. Однако благодаря поддержке некоторых представителей высших эшелонов власти они продолжают свою концертную деятельность на территории России. Еще несколько месяцев назад появилась информация, что Анжелика Варум собирается расстаться с Леонидом Агутиным из-за многочисленных романтических отношений известного артиста. Однако на тот момент никто не мог предположить, что все это закончится самыми трагическими событиями. Чрезвычайное событие произошло накануне вечером в городе Калининграде после музыкального концерта Леонида Агутина и Анжелики Варум в центральной гостинице города под названием «Калининград». После окончания музыкального концерта Леонид Агутин направился в гостиницу, а Анжелика Варум на пресс-конференцию. Позже она сообщила своему супругу, что сегодня не появится в гостинице, так как ее пригласили на праздничное ночное мероприятие. Однако что-то пошло не по плану. У Анжелики Варум сорвались планы, и вечером она вернулась в гостиницу, однако застала шокирующую картину, что привело к трагедии. Леонид Агутин – видный и импозантный мужчина, который, несмотря на 55-летний возраст, до сих пор пользуется успехом у женщин. По этой причине с Леонидом Николаевичем Агутиным часто ищут встречи не только его многочисленные поклонницы, но и известные бизнесвумен и популярные эстрадные певицы. Однако каково же было удивление и негодование Анжелики Варум, когда в гостиничном номере помимо своего супруга Леонида Агутина она обнаружила молодую российскую певицу, родную сестру телеведущей Ольги Бузовой, 32-летнюю Анну Бузову. Как стало известно уже позже, у Леонида Агутина и сестры Ольги Бузовой были романтические отношения на протяжении нескольких месяцев. Анна Бузова часто сопровождала Леонида Агутина на концертах и появлялась на его музыкальных выступлениях практически во всех городах. Судя по записям видеокамеры, установленной в номере гостиницы, видно, что Анжелика Варум на некоторое время буквально онемела от увиденной картины. Сначала Анжелика Варум подошла к своему супругу Леониду Агутину и влепила пощечину, а потом, вероятно, не справившись с эмоциями, нанесла 2 тяжелых ранения Анне Бузовой. По предварительным данным, ранения были нанесены остро колющим предметом, напоминающим нож. Также стало известно, что нападение на Анну Бузову произошло в тот момент, когда девушка лежала на диване и даже не подозревала о предстоящей угрозе. К сожалению, сестру Ольги Бузовой, 32-летнюю Анну Бузову, спасти не удалось. Девушка скончалась до приезда скорой помощи. Анжелику Варум и Леонида Агутина доставили в полицейский участок для дачи показаний. Дальнейшие музыкальные выступления известной творческой семьи прекращены. Ну а буквально несколько минут назад стала известна очень приятная новость о сотрудниках антикоррупционного комитета. Легендарный композитор Александра Николаевна Пахмутова, которая находилась в реанимации после нападения на нее Прохора Шаляпина, пришла в себя. Как говорят медики, об выздоровлении говорить еще рано, однако это весьма положительный момент. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.